Наверняка многие, если не каждый, кто участвовал в чемпионате, слышали такую фразу. Успех зависит от модели. 80% успеха — это модель, 90% это модель. Все зависит только от модели, от того, как вы ее выберете. Частично, конечно, я с этим утверждением согласна. Но как она должна выглядеть, эта модель, которая в теории должна принести нам золотые кубки? Давайте поговорим об этом. Для начала скажу главные вещи. Участвовала я лично очень много. Все мои модели приходили всегда. Приходили, конечно, в разных состояниях, бывало и такое, разное случается, но они приходили, и ни одна меня не кинула. А это по самым скромным подсчетам 40 человек. Эти люди совершенно мне незнакомые. Каких-то я даже не видела вообще никогда в жизни, только вот перед началом чемпионата. Это не мои друзья, это не мои знакомые, это не мои клиентки. Это люди из других городов. И приходили они исключительно после устных договоренностей. У нас не было договоренностей финансовых, либо обещания каких-то подарков или условия специальные. И часто даже без предварительных встреч. Это моя гордость. Я реально горжусь тем, что минимум 40 человек, их гораздо больше, приходили ко мне просто потому, что доверяли мне. Конечно, не каждая из них получали высшие оценки там, в визуале. Конечно, не каждая из них принесла мне мое победное золотое или серебряное или бронзовое, какое угодно место, но речь вообще сейчас не об этом. Это, конечно, можно все записать в разряд личного опыта и сказать, что ну да, у тебя было так, никто не гарантирует, что у нас будет так же, однако это система, это упорядоченная система взаимодействия, благодаря которой я гарантирую, что ваша модель придет и будет с вами в рамках чемпионата от самого начала до самого конца, потому что нередки случаи, когда модели вообще покидают зону чемпионата, не пройдя судейство или не до конца пройдя. Так вот, эта система упорядоченная, она как минимум заслуживает вашего внимания. Начинаю рассказывать. Первое, что хочу сказать, это уважительное отношение. Только не спешите смеяться и говорить, что я за ерунду сказала, что это за банальщина. Да, это банальщина и духота. Ой, мы и так все это знаем. Очень часто встречаю ситуации, когда вместо того, чтобы реально искать модель, чтобы заниматься поиском, многие мастера занимаются тем, что просто подхихикивают над моделями. Кто-то что-то им написал, кто-то что-то им сказал, кто-то что-то отправил. Я понимаю, что модели могут написать какую-то, извините, но что поделать-то с ними? Ничего, ну, надо ответить. Если вас недопоняли, ну, нужно объяснить, ничего страшного. Если кто-то вам не подходит по вашим критериям, если кто-то выслал какие-то там не те фотографии, которые вы просили, может, вообще ошибся адресом и вообще не хотел вам писать, не кипятитесь. Ответьте, модели тоже люди, вы разве не знали? И главное, фразу «не подходите» вычеркните навсегда из своего лексикона, забудьте ее. Это кошмар, эта фраза «не подходите» звучит как смертный приговор. Но ведь вы-то тоже кому-то не подходите. И что теперь? Что из того? Чтобы находить модель, чаще всего и удобнее всего это рассылать объявления по разным пабликам. Я чуть позже разверну эту мысль. Так вот, прежде чем это сделать, я рекомендую сделать предварительный шаг, предподготовку. Сформулируйте свой запрос в зависимости от того, какая номинация, какой ваш личный стиль, что вы хотите показать судьям. Это нужно для того, чтобы подобрать конкретную модель под наращивание, а не наоборот. Я считаю, что в такой ситуации, когда вы изначально имеете какую-то идею, а потом ее реализуете, в такой последовательности вы как мастер, скорее всего, создавая свой личный проект, вы получите наибольшую удовлетворенность, уже независимо от того, какой будет исход и какие у вас будут баллы. Вы можете возразить и сказать: ты чё, ку-ку?
Какие личные амбиции и идеи в номинации 2D? Коричневые эльки поставила, да и ладно. Но нет, на самом деле очень много критериев, которые можно даже в таких, казалось бы, технических простых номинациях, как классика 2D, 3D, не фантазийных. Очень много можно реализовать, очень много идей можно привнести и выполнить на чемпионате. Так вот, я, конечно, описала идеальный вариант. Вот как было бы здорово, но, конечно, так совпадает далеко не всегда. Есть разного рода экстренные ситуации, которые просто возникают на ровном месте, и мы вынуждены менять концепцию. Но вы хотя бы попробуйте таким образом начать свое участие в чемпионате. Изменить концепт, в конце концов, вы всегда успеете, и модель заменить тоже. Внизу под видео я даю исчерпывающий ответ, каким образом составить объявление. Вам просто нужно будет вписывать туда свои критерии, а в зависимости от того, что вы придумаете сделать. Как написать объявление, как сделать запрос так, чтобы вас поняли и чтобы вам начали писать нужные люди. Я, конечно, не гарантирую, что вы не будете совсем получать ненужных сообщений, но уверяю, что их будет гораздо меньше. В объявлении важно дать очень подробный запрос, а дальше уже из входящих сообщений извлекать тех, кто вам нужен, и вести с ними гиперинформационную беседу. Обязательно немножко подкошмаривать и говорить, что это очень серьезное мероприятие и оно реально очень долгое. Ну и, соответственно, время может затянуться и потихонечку тянуть ее на личную встречу. А тех, кто вам не подошел по каким-либо критериям и параметрам, не нужно вычеркивать сразу из своей жизни. Компетентно и грамотно объясняйте им, что послужило причиной вашего отказа. Конечно, я понимаю, что это как будто бы вам ненужный человек, зачем тратить на него свое время, но потратьте это время. Итак, с уважением и с объявлением мы разобрались. Пойдем дальше. Здесь начинается самое интересное. Это интеллектуальная игра «Кто, где, когда». Кого выбрать, когда выбрать и, соответственно, где их вообще искать, этих моделей. В первом пункте «Кто» это... Прошу прощения, столько сообщений, блин. Так, ладно. Сейчас я отключу. Так, первый критерий – это внешность, конечно же, кого искать. И критерии внешности, они абсолютно неустойчивые, они остаются на усмотрение каждого судьи и даже каждого участника в отдельности. Вкус и предпочтения никто не отменял. Есть общепринятые стандарты красоты, а есть то, что называется на любителя, да? В теории можно брать любую абсолютно модель и с падающей осью, и с асимметрией, и моделировать ее сколько вам угодно, ведь это регламентом не запрещено. Сложность модели – это критерий хороший, но очень спорный. Так вот, чтобы не спорить и не возникало никаких разногласий, лучше выбирать более-менее типовой стандартный вариант. Я говорю лучше, но имею в виду приходится. Потому что, к сожалению, очень мало компетентных именно в этом плане, в плане сложного моделирования, сидит в судейской коллегии. Дополнительные баллы и восхищенные взгляды судей удается встретить, к сожалению, не часто. Честно сказать, я такую подобную старательность и вот рвение считать все эти изгибы, считать, сколько в скольких плоскостях вы сделали моделирование и как там все ваши ряды сошлись, для меня это сложная задача. И для большинства это сложная задача. Поэтому, если получаются две классные работы, то плюс-минус, вне зависимости от того, сколько там было поставлено изгибов, баллы, ну, лично я поставлю плюс-минус одинаковые. А произвести фурор можно только на фанатиков своего дела, тех, кто реально будет ковыряться в вашей работе, фотографировать ее и с изумлением считать и смотреть, как же вы все-таки это все там скомбинировали и как вы классно смоделировали взгляд модели. Такие люди есть,
но они просто безумцы, а я просто снимаю шляпу перед ними, они потрясающие. От внешности переходим к техническим моментам. Невозможно дать всю информацию в одном видео, поэтому та часть, которую сейчас я просто мельком перечислю, она будет достойна отдельного недлинного короткого видео, и там уже более подробно я объясню технические моменты, на что стоит обращать внимание при выборе модели, именно на ресницы, с кем проще работать, с кем сложнее, какие есть там подводные камни и нюансы. Значит, чистая кожа, отсутствие перманента. Очень часто на чемпионате влияет густота ресниц, наличие родинок и папиллом, кстати, может стать запрещенным критерием. Поэтому нужно обязательно внимательно читать регламент именно того чемпионата, где вы участвуете, и задавать все любые вам непонятные вопросы организаторам. Так вот, отсутствие пробелов на ресницы вне ресничного ряда, чтобы у вас не было провисших. Конечно же, количество пушковых ресниц также влияет на вашу скорость и на эстетику работы, и на технические критерии в том числе. Отсутствие пробелов и деформированных ресниц. Даже криворастущие ресницы могут сослужить вам нехорошую службу, поэтому все эти критерии, еще раз, я подробно объясню в отдельном видео, а также все эти параметры подробно будут изложены во второй прикрепленной ссылке. Там будет шаблон с расшифровкой. Я уже расшифрую, что имею в виду под техническими критериями. Внешность и удобство ресниц модели. Мы все это предусмотрели, но не стоит забывать о чертах характера модели. Зачастую в начале общения уже можно понять, способен ли человек быть недобросовестным и как-то там вас подвести. Если девушка отказывается приходить на личную встречу или очень долго отвечает, это не 2 часа долго, а прям несколькими днями позже шлет вам сообщение, затягивает, то есть с ответом, или бескомпромиссно выдвигает только свои требования, какими бы она хотела видеть свои новые ресницы, то, скорее всего, на нее не стоит рассчитывать. Даже обещанное денежное вознаграждение навряд ли станет гарантом ее добросовестности. Моя теория заключается в том, что гораздо выгоднее находить людей на взаимопонимающих, на взаимоуважительных отношениях, построить договоренности именно таким образом. Модель должна быть вашим помощником, вашим другом. Она должна также рьяно болеть за вас, за вашу победу. Я считаю, правда, искренне, что только такой подход может привести к тому, что они вас не будут подводить. Это, правда, ключевое уважение, ваше уважение к любым моделям, даже те, которые вам не подошли, и взаимодействие с моделями именно на доверительных отношениях. Потому что вы, да, именно вы, участник, вы тоже имеете такую манеру отменять модель. Вы ее утвердите, а потом просто убираете ее с номинации или вообще не отвечаете, не пишете и все такое. Не утверждайте модели, если вы не уверены, если вы еще точно не приняли решение о том, что именно она пойдет к вам на номинацию. Не сливайте ее, если вдруг вы нашли вариант получше. Я, конечно, понимаю, что бывают такие сложности, может возникнуть какая-то непредвиденная ситуация, но в таком случае предложите ей какую-то компенсацию. Я не знаю, какую. Обедом угостите, ресницы какие-то бесплатные или со скидкой предложите. Я не знаю, это уже на ваше усмотрение. Но лучше раньше времени не утверждайте модель. Обязательно говорите им о том, что вам нужно время подумать, все параметры как-то разложить по полкам, и вы свяжетесь с ней через 2-3 дня или какое-то время ей дайте. Имейте в виду, что кто угодно может относиться к своим договоренностям безответственно. Неважно, модель это клиент ваш, организатор чемпионата, или судья на чемпионате, или продавец в ларьке. Неважно абсолютно. Главное, чтобы вы были надежным человеком.
Давайте моделям всю исчерпывающую информацию о месте проведения, о том, как проводятся такие мероприятия, о том, сколько это займет времени. Преувеличивайте время, преувеличивайте очереди. Пусть она испытает радость от того, что раньше освободится, чем будет нервничать и злиться из-за того, что время затягивается. Не обещайте ей того, что не можете пообещать. На чемпионатах очень часто мы не успеваем по таймингу, и номинации судейства просто-напросто затягиваются. Это нормальная практика, ничего в этом страшного нет. Также давайте модели информации о предполагаемом результате, показывайте фото своих работ, отправляйте какую-то информацию о себе, как о мастере, пригласите ее на пробное наращивание, чтобы показать, что вообще вы планируете делать. Если такой возможности не предоставляется, вы, например, из другого города приезжаете, то сделайте эскиз по фотографии, просто покажите модели и докажите, она должна быть так же спокойна и уверена в вас, как и вы в ней. Обязательно проинструктируйте модель, прежде чем отправить на судейство, чтобы это было доброжелательное отношение ко всем судьям. Я понимаю, что и модели бывают злюки. Я нахожусь по две стороны баррикад, и там, и там. Я знаю, что и модели бывают злюки, но если, опять же, при правильном взаимодействии, при правильной коммуникации, она будет улыбаться, даже если она какая-то вот такая вся дерзкая девчонка, она будет улыбаться судьям, если вы правильно с ней выстроите взаимоотношения. Но также и со стороны моделей, я прекрасно их понимаю, бывают судьи, которые ведут себя очень некрасиво, некомпетентно и сами могут грубить. Объясните тоже это моделям, что то, что говорят судьи, это не всегда направлено на то, чтобы их обидеть. Это не всегда значит, что какое-то неприятельское отношение судьи к модели. В конце концов, модель сегодня увидит эту судью и больше, скорее всего, никогда ее не увидит. Поэтому обижаться на какие-то вещи, которые, может быть, показались, ну, правда, неприятными, не стоит. Где искать этих моделей? В первый ряд выстраиваются, конечно, клиентки и подруги. Клиенты, к сожалению, не часто располагают таким большим количеством времени, чтобы поддержать вас на чемпионате. А подруги тоже зачастую не всегда могут поехать за вами в какой-то другой город, чтобы поддержать. Поэтому, если сошелся такой надежный вариант, то здорово, супер, отлично. А если нет, то нужно думать дальше. Как вариант, участники чемпионата очень часто поддерживают друг друга. Вам стоит лишь написать в общий чат, и тогда те, кто располагает временем, участники, ваши коллеги, наверняка откликнутся и помогут вам. За неимением вышеперечисленных мы идем в паблики или сразу идем в паблики, как делала всегда я. Паблики, группы, каналы, все что угодно. Авито, прости господи, тоже подойдет. Любые соцсети и площадки с заметной активностью нам подходят. В тематике красота, например. С шаблоном моим не забыли? Закидываете объявление и ждете обратной связи. Фильтруйте по критериям откликнувшихся моделей. Критерии я тоже прилагала. Вспоминайте. И уважительно начинаете с ними беседовать, со всеми. Как в самом начале видео, помните, да? Очень хорошо работают телеграм-каналы. В Инстаграм, к сожалению, у меня нет опыта, никогда не получалось найти там модель. ВК-сообщества отлично тоже работают. Поэтому в зависимости от того, в каком городе ваш чемпионат, вы закидываете, ну, примерно 5 объявлений. Хорошо, классно составленное объявление, 5 штук максимум, больше не надо. В бюджете это составит у вас примерно от 1,5 там, или даже от 1000 до 2000 рублей. Есть паблики, которые при условии, что для модели услуга ничего не будет стоить, они опубликуют даже вас бесплатно. То есть такие варианты тоже стоит рассмотреть. Часто достаточно найти всего лишь одну модель, и при условии, что у вас выстроилась взаимодоверительная связь, она начнет рекомендовать вас своим подругам. Не стесняйтесь, разговаривайте с моделью, просите ее о помощи. Хочу сказать один нюанс про
повторки, как их назвать? Повторки, наверное. Я имею в виду наращивание ресниц модели, которые из чемпионата в чемпионат, из номинации в номинацию одни и те же лица. Честно говоря, я бы никогда не брала на чемпионат одних и тех же моделей. Но я и не брала, но в теории я не знаю, какая бы супер ситуация экстренная заставила бы меня это сделать. Только какое-то самое безысходное положение. Наращивать без конца то же самое, это просто-напросто скучно. Конечно, вы можете сказать, что ну а что, здесь было 2D, а тут 3D, а тут вообще цветное, и как бы, ну, не запрещено ведь, и кто-то, кстати говоря, видит в таком подходе путь к победе. Но здесь как бы выбор вы делаете сами, я настаивать не буду, но опять 25 смотреть все это в судействе сотый раз, ну правда, скучно и неинтересно. Когда искать? Я понимаю разного рода переживания перед чемпионатом. Они, безусловно, есть. Они случаются не только у новичков, они также у умудренных опытом мастеров тоже. Знаете, мы волнуемся. Обычно, чем больше количество побед или участий, то плюс-минус участник становится более-менее спокойным. Но я гарантировать не могу, это не точно. Ай, что я говорю? Как правило, строить такого рода планы, как поиск модели за месяц там, или за полгода, это просто-напросто нецелесообразно, потому что за месяц это очень длинный период. Скорее всего, многое может измениться, и модели просто-напросто либо не смогут к вам прийти, а вы уже потратите время, вы уже потратите деньги на эти объявления, и вам нужно будет совершать работу заново. Лучше, чтобы не нервничать, начинайте готовиться примерно за неделю. Ну, хорошо, если вы очень тревожный и волнительный, за 2 недели. Потому что даже если вы планируете отрабатывать каждое наращивание, то 7 дней вам будет с головой достаточно. Ведь количество номинаций чаще больше 7 не получится взять. Так устроены чемпионаты. Поэтому одну модель в день, вот вам и 7 моделей. Сделать отработку, сделать проверку, плюс сделать снятие, это у вас займет, ну, полдня, несколько часов. Поэтому одной полной недели даже с условием всех отработок будет предостаточно. Если, конечно, вы прибываете на чемпионат из другого города, то вам нужно приехать за 2-3 дня до начала чемпионата, как минимум, для того хотя бы, чтобы просто освоиться на новом месте, освоиться в новом городе. Заранее подумайте о том, целесообразно ли будет посетить предконкурсный тренинг. Если таковой, конечно, предусмотрен организацией чемпионата, такие тренинги с практической отработкой могут стать для вас полезными. Однако, если у вас нет времени и вы не можете приезжать раньше, а главное, что вы не можете отработать модель или отработать все номинации, ничего страшного. Как минимум используйте время своего прибытия, свободное время, для того, чтобы встретиться с моделью. При личном знакомстве, скорее всего, вы сможете уже точно убедиться в надежности модели и оценить состояние натуральных ресниц при личной встрече, а также сделать нужные для себя фотографии и дома уже произвести самостоятельную работу по подбору эффекта, цвета, длины, материалов и тому подобное. Все вышесказанное я прикрепляю в 2 шаблонах, в 2 экземплярах. Ознакомьтесь с ними в текстовом формате, а также это может быть вам более удобно изучить. Всем, кто собрался принимать участие в чемпионате или уже запланировал, или только думает, или идет повторно, эти советы могут стать полезными, поэтому не игнорируйте их, помните о том, что я сказала в начале видео, что есть реальная система взаимодействия с моделью, которая точно гарантирует вам, что все придут, никто вас не подведет, а соответственно шансы на успех будут выше. Но не всегда нам удается побеждать, поэтому ничего страшного. Если вы просто даже поучаствовали, все в порядке. Спасибо.